фейерверк из акриловой краски. Просто конфетка получилась. И стоит ли вообще платить за эти маркеры? Полный отстой. Просто топ. Всем привет! Вы на канале My Hobby House, и сегодня мы поговорим про акриловые маркеры Zibef. Я расскажу про все плюсы и минусы, и стоит ли их использовать для раскрасок Ашет. Начну с того, что это видео мне далось очень и очень тяжело. Я так, честно говоря, еще ни к одному видео не готовилась, как к этому. Сначала была мучительная нумерация, только посмотрите, 168 цветов, нужно было все пронумеровать. Потом была долгая выкраска, ведь это пластиковый наконечник, каждый маркер нужно было активировать. Затем сам тестинг, и каждый из этих этапов был максимально долгим. Но самое главное — это результат, и я готова сегодня им поделиться, так что погнали обсуждать наши маркеры. Ну что, как ты видишь, маркеры у меня на 168 цветов. Это маркеры, как я уже сказала, с пластиковым наконечником. И от этого становится сразу вдвойне интереснее, насколько же это хорошее решение. И начнем мы обсуждать эти маркеры непосредственно с дизайна и их эргономики. Коробочка здесь достаточно небольшая. Да, и маркеры сами у нас тоненькие и небольшие. Храню я эти маркеры вот так вот в горизонтальном положении. Как ты видишь, здесь у нас секции есть, но они такие разделены на квадраты. И если мы достаем один маркер, то все остальные у нас проваливаются, и, соответственно, соблюдать какую-то четкую нумерацию у нас не получается. Поэтому здесь нужно что-то придумывать самостоятельно, либо прокладывать какие-то картонки, либо просто сортировать маркеры по цветам. Мне буквально недавно пришла эта идея, рассортировать маркеры не по номерам, а по цветам. Если вы не знаете, то я давным-давно рассортировала все свои маркеры по номерам, то есть у меня гуанга лежит не по цветовой схеме, а именно по нумерации, и так значительно быстрее находить мне нужный маркер. Здесь я вижу только решение сортировать по цветам. Дальше. Так как нумерация на маркере, вы видите, что она у нас на колпачке, пришлось эти маркеры нумеровать вот такими подручными стикерами. Эти стикеры успешно и легко слетают каждый раз с маркеров, когда я их трогаю, беру их и с ними взаимодействую. Также цифры уже начинают стираться. Для этого нужно было приобрести специальные такие круглые наклеечки, чтобы их нумеровать, но у меня их не было, но мне нужно было придумать какое-то решение очень и очень быстрое. Поэтому я придумала такое, пока что вот так. Возможно, в будущем я эту историю как-нибудь переиграю. Но в целом отсутствие нумерации для меня это уже такой достаточно большой минус. Сами маркеры достаточно маленькие, но здесь, мне кажется, достаточно много краски. Наконечник пластиковый, он неплохого качества. Сам маркер разбирается, в принципе, легко. Мне уже посчастливилось, в кавычках, разбирать полностью этот маркер. Чуть позже расскажу, почему. Не конкретно этот, но маркер Zibef. Разбирается он достаточно легко и собирается обратно, в принципе, интуитивно понятно, как. Так как это пластиковый наконечник, каждый из этих маркеров нужно было активировать перед первым использованием. В маркере есть шарик, что не может не радовать. По дизайну, как вы видите, есть определенные минусы: отсутствие нумерации, неудобная коробка, но они компактные, и это их, в принципе, плюс. Следующий момент, про который мы с вами поговорим, это ценовая политика. На данный момент на сайте Temu они стоят приблизительно около $40, даже, возможно, меньше $40 за 168 цветов. Это прям, я вам скажу, достаточно дешево для акриловых маркеров. В
принципе, забегая наперед, такого среднего качества, то есть это не маркеры, которые прям совсем дешевейшие, которые там полосят просто жутчайше. Нет. Например, наша любимая Гуангна стоит почти в 2 раза дороже, но Гуангна это у нас легенда, ей можно. Кстати, про Гуангна у меня есть также видео подробное, где я сравниваю маркеры, где я сравниваю маркеры Гуангна с маркерами Ланго. Если еще не видели, то обязательно загляните, посмотрите. Что могу сказать по цене? Цена для 168 цветов просто топ. Что вы получаете за эту цену? Вы не получаете 168 разнообразных цветов. Вот здесь вот, если внизу посмотреть, вот здесь вот последние 2 ряда и половинка 3-го ряда, это у нас цвета металлик. Честно говоря, я не считала, сколько здесь цветов металлик, но их достаточно много, то есть где-то там около 40 цветов точно наберутся, это цвета у нас металлик. Будете ли вы использовать в ваших раскрасках? Большой вопрос. Возможно, там в 1-2 картинах вы проэкспериментируете, не больше. Поэтому здесь, в принципе, по факту вы будете пользоваться примерно 120 теми же цветами, не считая металлика. Но даже за 120 цветов отдать около $40 это неплохо. Но вот какое же качество, то есть если соотношение цена-качество, и стоит ли вообще платить за эти маркеры, это на самом деле главный вопрос. Следующее, о чем мы поговорим, это как я делала выкраску и мои первые впечатления. Выкраску делала я достаточно долго, но здесь я совершила на самом деле такую фатальную ошибку. Я выкрашивала цвета металлик. Когда я делилась своими результатами в шортс, мне девчонки написали, а вот я металлик не выкрашивала. И я, которая выкрасила сначала первым металлик, сижу такая, думаю, добрый вечер, я выкрасила металлик сначала. Вот, то есть металлик можно было, цвета металлик можно было оставить напоследок, или либо их вообще не выкрашивать, но я почему-то начала именно с них, добросовестно шла по порядку. Это было долго, потому что это пластиковый наконечник, плюс у меня палитра сделана таким образом, что сами типсы это достаточно большой такой кусочек. Не знаю, почему я так сделала, я их разместила на отдельных типсах, можно было сделать в 2 раза меньше, но я почему-то сделала по старой своей такой, по старому своему шаблону, как я делала это раньше. Я уже также про это говорила в видео про мои выкраски, что у меня есть такой вот косяк, вот такие вот выкраски, где большие участки. И, соответственно, я мучаюсь, когда выкрашиваю. Чтобы начать выкрашивать маленькие диод маленького формата типсы, мне нужно полностью переделать все мои палитры, иначе они будут совершенно разные. И тут уже вопрос, либо повыкрашивать подальше, либо полностью переделывать все палитры. Но сейчас не об этом. Выкраска была долгой, выкраска была мучительной, и у меня были вот такие вот волнообразные впечатления. Выкрашиваю один цвет, один маркер, пишет замечательно, отлично, ложится ровненько. Другой выкрашиваешь, во-первых, либо подача ужасная, либо какая-то корявость есть, непонятная, все корявит, все плешивит, поцарапанная бумага, подача ужасная у маркера. То есть так через один. И я не могла на самом деле сделать какой-то окончательный вывод по этим маркерам. Но готовилась я к тому, что будет худо мне, потому что думаю, это же просто палетки для того, чтобы определить цвет. И мне здесь не важно там, насколько ровное покрытие и тому подобное. Но когда это будет в картине, это будет полностью беда. Моя палитра была уже готова, и я очень долго решала, чтобы потестить эти маркеры и взять какую-то картину и полностью выкрасить картину этими маркерами, для того, чтобы понять, насколько они
хорошие, либо нет. И тут ко мне приезжает подруга, которая тоже увлекается хобби раскрасками Disney. И мы решили с ней посидеть вместе пораскрашивать. У меня была уже в работе одна картина, и она выбрала себе другую для работы. И там как раз-таки мы подобрали с ней один маркер Зибев. Когда она взяла его в работу, она работала впервые и маркерами Зибев, и ручками Лангуо. Ручки Лангуо один цвет она зафукала, второй цвет ей понравился. А вот маркер Зибев, она сказала, это вообще прекрасно, замечательно, так, цвет классно лег, вообще супер, мне все понравилось. Вот такой вот был от нее комментарий, и я думаю, так, подожди, точно я еще уточнила, это точно про маркер Зибев, может там Лангуа был или еще что-то? Нет, это был пластик. Ну окей, подумала я, воодушевленно выбрала картину для тестинга. Для тестинга мне на самом деле было сложно выбирать картину, потому что у меня все тома несложные, и мелких деталей в моих томах не так уж много. А выбирать картину изначально, там, где крупнейшие, огромные детали на полстраницы, это было просто самоубийство с пластиковым наконечником, поэтому нужно было выбрать какую-то картину, где все-таки есть мелкие детали. И как ни странно, я нашла такую картину в 4-м томе. Это картина из мультика «Вверх». Вот такая вот картинка с шариками. Я подумала, что здесь вау, и дом, и шарики можно раскрасить будет как раз-таки этими маркерами. А небо взять только и раскрасить каким-нибудь брашем. Собственно говоря, я так и сделала. Давайте посмотрим на результат, который у меня получился. Вот такой результат у меня получился. Возможно, на камере это выглядит не так уж и плохо, но если присмотреться, есть и неровности, есть и поцарапанная бумага, есть и не совсем ровное покрытие. Давайте расскажу, что я понимала в процессе выкрашивания. Когда ты делаешь первый слой большинством маркеров, которыми я пользовалась, первый слой ложится нормально. Я покрывала вторым слоем. Вот со вторым слоем начиналась уже какая-то беда. Второй слой как бы подчеркивал какие-то шероховатости и мог скатать бумагу. Следующий момент, с которым я столкнулась, это брызги. Да, эти маркеры брызгаются. Если мы обводим какую-то линию, и вот там на каком-то повороте-завороте у вас может маркер брызнуть мелкими капельками. Когда вы только начинаете рисовать картину, то вот эти брызги мелкими капельками, ну, подумаешь, вы там заляпали, у вас немножко там выглядит, в общем и целом, неаккуратно немножко само полотно. Но когда вы брызгаете на соседний уже закрашенный цвет, когда у вас картина полностью готова, вот тут уже становится обидно, и приходится все время возвращаться и замалевывать, закрашивать в вашей картине вот эти вот уже цвета. Следующий момент. Если вам нужно перекрыть какой-то косяк, вы, например, накрасили уже там один слой, два слоя, вам нужно сверху перекрыть другим маркером, и вы, естественно, стараетесь так пожирнее его наложить, чтобы у вас цвет перекрылся. У меня был такой косяк, почему-то я решила, что шарики там наверху есть черные, я перепутала цифру 1 с буквой I, мне было не совсем это видно. И я перекрывала таким фиолетовым цветом уже черный. И вот тут вот очень и очень сильно заметно, как бумагу просто покорежила. Она вся в царапинах, она вся в катышках. Может быть, я очень усердно старалась перекрыть это, я не знаю. Но, тем не менее,
выглядит это не очень, вся ситуация. Опять же, если присматриваться, если смотреть издалека, любая картина просто топчик. Следующий момент, с которым я столкнулась, это то, что не каждый маркер рисует идеально. Один маркер не рисует, ты на него надавливаешь, он тебе выдает лужу. Другой маркер просто тебе не рисует, и подача краски там неравномерная, то есть очень маленькая подача краски. Естественно, ты начинаешь давить больше, чтобы там хоть что-то из него полилось. Другой маркер может ложиться и перекрывать все идеально. И тут вот всегда не угадаешь. Каждый маркер для тебя это какой-то новый челлендж, новая лотерея. Как будто вот ты берешь, и каждый твой маркер абсолютно от разной фирмы и абсолютно разное качество ты получаешь. У меня был один маркер, который вообще не работал. Такое ощущение, что он высох. И мне пришлось его разбирать, то, о чем я вам говорила. Сначала я просто сняла пластиковый наконечник, я помыла этот наконечник, я вставляю, а он как бы не вставляется. В общем, я подумала, что он полностью засох, хотела проверить, и мне пришлось разбирать полностью конструкцию. Потом эта конструкция не вставлялась, там есть такая пружинка, и пружинка у меня вот так вот вылетает. В общем, у меня был вчера фейерверк из акриловой краски, но мой стол не пострадал, я не пострадала, руки не пострадали, все быстренько, оперативно отмыла, спасибо влажным салфеткам. Тут должна была быть реклама влажных салфеток. То есть один маркер совершенно не работал. Кстати говоря, я его все-таки вернула к жизни, какими-то там манипуляциями, снова все это пересобрала, промыла всю эту конструкцию, пересобрала ее, и он у меня заработал. Там краска все-таки была, он не засох, но тем не менее вот эти вот моменты, они все-таки напрягают. То есть у этих маркеров вы не получите стабильного результата. Иногда можно приловчиться в какой-то момент, ты видишь, что у тебя неплохо получается, классный результат, даже ровное покрытие, все замечательно. А иногда ты берешь один маркер, он тебе не рисует, ты начинаешь легонько надавливать, и он тебе делает лужу на вот такой вот малюсенькой детали. Тоже своего рода такой неожиданность. Кстати говоря, у меня был такой цвет желтый, и там, где вот эти вот лужи, я пыталась эту лишнюю краску каким-то образом собрать, но там, где были эти лужи, краска успешно потрескалась. Да. Но есть у этих маркеров и плюс. Большой, я бы хотела сказать, плюс. У них очень неожиданно для меня плотное покрытие. Я, кстати, слышала такие отзывы, что маркеры Зибев достаточно такие водянистые, там покрытие плохое. Да, само покрытие может быть плохое, какое-то там вы бумагу поцарапаете, исцарапаете, но краска дает плотное покрытие. И я вам сейчас покажу поближе. Дом у меня нарисован в один слой маркерами. Да, они полосят немного, но это не те полосы, которые у нас есть в Гуангна, либо в Ланго, то есть то, что прям совсем все просвечивается. Желтый, тут хотела бы я вам его так показать наглядно, но как раз таки желтый маркер делал у меня лужи, поэтому не могу сказать, что желтый классно перекрывает. Да, лужей он перекрыл, в одну лужу он перекрыл полосы и цифры. Но другие цвета, голубой, также все прекрасно перекрывает в один слой, что мы не получим никогда брашами. Вот брашами прям в один слой можно, конечно, нарисовать картину, но она будет все такое полупрозрачненькое. Тут, конечно, прикольный результат, прикольный эффект. Это из вот таких вот очевидных плюсов. В итог, какой я могу сказать итог? Честно, я ожидала прям трэша, прям что я буду так наваливать хейта, вот чтобы полный отстой будет.
Но могу сказать, что с этими маркерами работать возможно. И использовать их для отдельных участков ваших картин и раскрасок Дисней. Вот возможно, если это мелкие детали, если этих элементов не очень много, если вам повезет с маркером, да, много если, но тем не менее возможно. Плюс там еще парочку лайфхаков, как ими пользоваться, помнить всегда эти лайфхаки. И этими маркерами можно научиться пользоваться, но суть в том, что этими маркерами нужно учиться пользоваться. То есть это не те маркеры, что вы взяли и пошли раскрашивать. Нет, ими прям нужно учиться пользоваться, нужно тренироваться. И это будет не одна картина, где вы будете не очень довольны результатом, пока вы своим результатом не станете довольны. Вот у меня так было с маркерами Flycy. Все их хейтят, говорят, полный отстой. Flycy цвета кожи. Но у меня есть одна картина, которая просто конфетка получилась. И там маркеры Flycy в 2 слоя. Вот не знаю, что тогда случилось с этим маркером, но он у меня лег в идеальную картину. Я тогда словила этот дзен пластикового наконечника, и все получилось. Тут же я немножко подзабыла и расслабилась, и я в некоторых моментах прям так хорошенько надавливала, что, соответственно, ухудшило результат. Отвечу на вопрос, стоит ли их покупать. Если вы хейтите ручки Лангуо, но хотите рисовать мелкие детали в раскрасках Disney, то да. С другой стороны, есть другие альтернативы, есть другие маркеры с пластиковым наконечником, есть ручки Гуангна акриловые, которые могут, в принципе, заменить вам ручки Лангуо. Следующий момент. Если вы хотите бюджетно расширить вашу палитру, то, возможно, да. Все-таки 120 цветов, которые не то чтобы прям пересекаются с Лангуо и с Гуангна, да, может быть, будут где-то похожие совпадения, но все равно здесь очень много прикольных прям цветов. Здесь классные коричневые, прям классные коричневые, которых вот прям не хватает в Гуангна и в Лангуо. То вы, в принципе, можете купить эти маркеры. Если вы уже натренированы, знаете подход к пластиковым наконечникам, у вас не такие маркеры были, возможно, какие-то абсолютно другие фирмы, там, ноунеймы, вы ими умеете, знаете, как пользоваться, смело берите. Смело берите, качество у них неплохое на самом деле, у этих маркеров. Но если вы вот прям только-только начинаете, вы просто смотрите обзоры, какие там есть акриловые маркеры, чтобы купить, чтобы попробовать, это не тот набор, который вам нужен. Вот прям совершенно не тот набор, который вам нужен. Если это ваш там первый либо второй если это ваш первый либо второй набор, то тут точно нет. Тут можно просто начать ими пользоваться и очень быстро забросить это дело, разочароваться в своем результате, что у вас как будто ничего не получается, что у вас плохие результаты, вы будете смотреть на идеальные картинки и результаты девочек и видеть свои пошкрябанные странички. Начинайте, пожалуйста, с брашей. На брашах тренируйтесь, как рисовать вообще. В принципе, брашьте. Потом возьмите какой-нибудь маленький набор пластиковых наконечников, пусть недорогие, пусть те же Flycy, просто потестить, просто посмотреть, как это и что это, вообще заходит вам такой момент или нет. Ну или если вы просто большой экспериментатор и вам все равно, и вы просто хотите попробовать, берите. Они не стоят как бы супер много денег, то есть это не тулиарты, что вы там отдаете триллион денег, и вы можете получить не очень хороший результат. Но если вы все же заинтересовались и задумались, может быть, стоит их купить, то я вам могу дать несколько советов, несколько своих инсайтов, которые я поняла для себя, раскрашивая эту картину, делая выкраску и, в принципе, из опыта работы с пластиковыми наконечниками.
Первое, это запаситесь специальными наклейками для нумерации, не будьте как я. Лучше еще и полочку себе приобретите для этих маркеров, либо какой-то классный, удобный органайзер, чтобы было их удобно хранить. Ну или сразу продумайте, как вы будете организовывать пространство в этой коробочке, чтобы вам было удобно. Следующий момент, когда вы работаете с маркером, вы красите этим маркером, не давите на него. Контролируйте всегда нажатие, не давите на бумагу. Это вас избавит от брызг, это вас избавит от катышек на бумаге. И, соответственно, у вас будет более ровное, гладкое покрытие. Не давите. Всегда как будто еле касаетесь на бумагу, по бумаге. Знаете, есть такое выражение по воздуху, красить по воздуху, как будто вы еле-еле касаетесь бумаги. Очень легкое нажатие, вы просто даете краске стечь на бумагу, и все, но вы не елозите. Будете елозить, будет плохой результат. Следующий момент. Рисовать нужно достаточно быстро и в одном направлении. Тогда покрытие тоже получится более ровным, таким гладким, равномерным, без полос. Еще раз, в одном направлении и быстренько, пока у вас не засох первый ваш слой. И следующий момент, прежде чем вы будете маркером пользоваться на картине, которую вы сейчас раскрашиваете, возьмите себе вот такую тетрадку и тыкайте этот маркер, вот так вот расписывайте его на каком-нибудь листочке. Видите, у меня с этой картины, которую я делала, у меня весь листик вот так вот истыкан, исписан разными маркерами. Во-первых, это помогает просто протыкать маркер, если у него плохая подача, вы протыкиваете не на самой картине, чтобы у вас эти лужи не образовывались, а вы протыкиваете на листике. И потом уже несете ваш маркер готовый в работу, когда у него нормализовалась сама подача краски. Следующий момент. Не ленитесь промывать ваши маркеры. Да, я напоминаю, если вы не знали, то пластиковые наконечники после использования маркеры с пластиковыми наконечниками нужно промывать, потому что там остатки краски могут засыхать, и потом подача краски дальше, акрила вашего, будет уже хуже. Вот это вот будет неравномерная подача краски. Что я собираюсь сделать? Я собираюсь сейчас, прямо сейчас, в общем, я собираюсь взять все свои маркеры, которые я использовала для этой картины, и промыть все наконечники. Вот я себе придумала так, что я не буду после прям каждого использования это делать, но после завершения картины, после работы с этой картиной, с какой-то картиной, я буду наконечник промывать. Да, я могла использовать один маркер по несколько раз, но это прям будет муторно каждый раз промывать наконечник. А вот после уже, когда я картину завершила, я попромываю все свои маркеры, все свои наконечники, повставляю, естественно, буду делать это по одному. И все, и спокойненько их сложу обратно в коробочку. Еще один момент, чтобы вы могли эти маркеры куда-то применять, их использовать, вообще ими пользоваться. Применяйте их на мелких деталях и применяйте их желательно не более чем на 40% картины. Если у вас больше 40% картины будет вот этих маркеров, вы будете, во-первых, рисовать эту картину очень долго, во-вторых, вы все равно будете забивать на вот эти правила там в плане рисовать по воздуху, где-то вы все равно будете усиленно, чтобы побыстрее там малевать, и у вас все равно ухудшится результат. Вот качественнее будет, если у вас там даже 20-30% вашей картины будет только из этих маркеров, а лучше это всего лишь там несколько мелких элементов. Понятно, если у вас 11 том, вы рисуете разворот, там каждый элемент мелкий, там в принципе либо ручки, либо пластиковые наконечники. Там других вариантов нет почти, хотя кто-то рисует и брашами. Вот интересно, да, попробовать. Ну и еще один немаловажный момент. Относитесь ко всему проще.
Даже если маркеры вам сегодня, либо завтра, либо послезавтра дадут не идеальный результат, посмотрите на свою картину, и вы скажете, ну вот тут, вот тут, вот тут не идеально, это видите только вы. Вы покажете зрителю, любому незнающему человеку вашу работу, и он скажет, да, хорошая работа, боже, как ты нарисовала эти шарики, боже, это столько цветов здесь, вау, как круто. Вот такая будет реакция у людей. Косяки видите только вы. Относитесь ко всему проще, это всего лишь одна картина из множества картин в одном томе. Если у вас еще и не один том, то вообще вы можете спокойно забить на это. У меня на этом все. Я надеюсь, что мое видео было вам полезным. Если было интересно, ставь лайк, подписывайся на мой канал и прожимай колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. У меня очень много интересных и полезных видео про акриловые маркеры, про раскраски Disney, а также про алмазную мозаику, если вдруг ты увлекаешься или тебе стало интересно, что это такое. Я желаю всем хороших и ярких картин. Обняла. Пока-пока.